Всем привет, это канал Anigame21. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и оставьте комментарии. И мы начинаем. Но перед этим обязательно ставьте лайк, это сильно поможет каналу для развития. Итак, погнали! One Piece аниме 1044 серия под названием «Захват воплощения демона Робин». Черная Мария сокрушает Робина комбинацией огня, паутины и физических атак и снова начинает сомневаться в полезности Робина. Однако Робин может использовать атаку рыбы карате, которой она научилась у Куалы и Хака на Балтику, чтобы потушить огонь. Затем ее гигантский клон принимает форму демона, схватывает Черную Марию и вдавливает ее в землю, побеждая ее. Затем Брук добивает подчиненных Марии одной музыкальной атакой. На материковой части страны Вано Луфи наедается мясом, которое припас соседний Карибу, и восстанавливает свои силы. Тем временем Мамоноски умоляет Шинобу использовать ее способность фрукта старения, чтобы превратить его тело во взрослого, чтобы он мог стать большим драконом. Хотя Шинобу предупреждает, что эта техника необратима. Итак, что мы имеем из этой конкретной серии? Битва между Робином и Черной Марией завершается. Показано, что Робин может вытягивать и поворачивать руки подобно тому, как Луфи использует Гому-Гому но Ми. Половина паука Черной Марии способна генерировать огонь изо рта. Робин использует новую технику, которой она научилась у Сабо и Куалы. Техника является частью искусства рыба-карате. Робин создает огромное демоническое представление о себе и побеждает Черную Марию. Пираты Сердца и Карибу предоставили Луфи пищу для выздоровления. Мамоноски беседует с Шинобу наедине. Он хочет, чтобы Шинобу использовала свои способности, чтобы превратить его тело во взрослое, чтобы он мог стать большим драконом. На этом серия заканчивается. А мы сейчас переходим к новой 10-й серии Блича. Зараки Кенпачи побеждает Унохану. Битва между ними закончилась, и она собирается умереть. Но Зараки явно это не по душе. Теперь с пробудившейся силой битвы ему будут казаться скучными. Но теперь у него есть друзья, противник и товарищ, который пробудился вместе с ним. Унохана может умереть со спокойной душой, ведь на ней нет больше обязанностей, которые нужно выполнить. Она выполнила последнюю. Теперь мы узнаем силу и имя меча Зараки Кенпачи. Теперь-то он его слышит. В битве Сасаучи Ренджи смог пройти испытание, но Ичиго Куросаки провалился, и теперь его ждет изгнание. Асаучи не выбрал Ичиго, потому что он не истинный шинигами, как Ренджи. Зангетсу не починит, а точнее нет меча не для настоящего шинигами. И теперь Ичиго должен узнать о своих истоках, корнях. На этом серия заканчивается. А теперь мы переходим к главным героям этих аниме, то есть к Ичиго и Луфи, об их силе и кто же сильнее. Что мы знаем о главных источниках силы Луфи и Ичиго? Ичиго – человек, связанный с шинигами, а также с Пустым и Квинси. Он существует в мире, где они являются основными могущественными существами. И все битвы, в которых он обычно принимает участие, происходят на уровне души. Луфи – пират в мире, где источниками метасил являются плоды дьявола. И все существа обладают своего рода духовной силой, которую некоторые могут использовать в битве. Сражение, очевидно, происходит в физическом мире. Итак, во-первых, поскольку они оба сражаются на разных территориях, мы не можем по-настоящему противопоставить их друг другу. Даже если бы мы и думали, что оба могут существовать в одном и том же мире, таким образом мы не знаем, насколько могущественной была бы душа Луфи, если бы ее взяли в общество душ. Мы не знаем, сможет ли Ичиго при должной тренировке или, может быть, съев определенный дьявольский фрукт, победить Луфи. Проще говоря, поскольку между ними нет общей единицы измерения, на самом деле не должно быть смысла спорить о том, кто сильнее. Но я вспомнил, что очень духовно чувствительные люди, такие как Садо, Орихиме, даже Квинси, сражались с духовными существами. Я бы все же настаивал на том, что мы не знаем, будут ли хаки Луфи, которые в основном наносят физический урон, эффективны на уровне духа.
Таким образом, у нас все еще нет полностью общей платформы. Теперь, если мы сравниваем физическое тело Ичиго с телом Луфи, никаких возражений. Такой же аргумент можно привести и в пользу Ичиго, поскольку он чрезвычайно сильное духовное существо. Но нет, невозможно сравнить, кто сильнее, ответив одним предложением. На этом и закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подпишитесь, это сильно поможет каналу для развития. Поэтому еще раз, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарии. Всем пока!